Поиск работы. В заключение этой главы мне хотелось бы продемонстрировать принципы трансерфинга, включая фрейлинг, на одном прикладном вопросе, который волнует всех. Вы, наверное, уже читали в разных источниках о том, как составлять резюме и вести себя на собеседовании. Возможно, из нижеизложенного нетрудно будет сделать для себя новые полезные выводы. Для начала потребуется определить, какая работа является вашей. Здесь можно целиком положиться на методику выбора вашей цели и двери, так что повторяться я не буду. Вы должны только помнить, что имеете реальное право выбирать, и возможности ограничены только собственным намерением и уровнем важности. В процессе определения вашей работы не думайте о ее престижности, средствах достижения и своих недостатках, а только о том, действительно ли вам эта работа нужна. Допустим, возникли сомнения, что найдется место на такой хорошей работе, которую вы для себя выбрали. В таком случае следует знать, что маятники вам устроят все условия для беспокойства, разочарования и даже отчаяния. Вы должны отдавать себе в этом отчет и постоянно твердить, что имеете право выбирать, и если сделали заказ, он рано или поздно будет выполнен. Во сне ваше намерение работает мгновенно, но материальная реализация инертна, как смола, поэтому требуется время, терпение и непоколебимое убеждение, что вы имеете право на выбор. В плохом ресторане приходится долго ждать официанта, однако уверенность в выполнении заказа есть всегда. Так что советую пользоваться таким слайдом. Вы сами делаете выбор, определяете, какую иметь работу, а откуда она возьмется, вас не касается. В пространстве вариантов есть все. Это маятники пытаются внушить разуму обратное. Ваше дело только выбрать и иметь твердое намерение получить заказ. Конечно, если у вас нет возможности ждать, придется довольствоваться тем, что есть на данный момент, надеюсь, это понятно. Но получив работу, которая обеспечивает прожиточный минимум, можете делать заказ на самые лучшие и спокойно ждать исполнения. Если работа вам нравится, но вы чувствуете некоторую душевную скованность, носите в себе слайд о том, как хорошо делаете эту работу, какое удовольствие и удовлетворение она дает. Если скованность со временем не растворяется, значит это душевный дискомфорт. В таком случае стоит попробовать другие варианты. После того, как вы определили свою работу, начинайте крутить в голове слайд о том, как цель уже достигнута. В то же время необходимо, конечно, не сидеть сложа руки, а выполнять то, что от вас требуется. Но перед тем, как приступить к составлению резюме и подготовке к собеседованию, нужно сфокусировать свое намерение в нужном направлении. Было бы ошибкой сконцентрироваться на цели, быть принятым на работу. Цель должна присутствовать в мыслях как слайд, в котором вы уже приняты и все позади. Думая о том, примут вас или нет, вы неизбежно создадите сценарии поражения. Вспомните о трансферных цепочках. Первое звено – это составление резюме. Вот на этом и надо сосредоточить внутреннее намерение. Составляя резюме, называйте все, что умеете делать, но указывайте только одну должность, на которую претендуете. На то есть веские причины. Во-первых, пытаясь показать готовность делать и то, и другое, и третье, вы тем самым выказываете свою неуверенность и рискуете вызвать недоверие работодателя, который будет думать, что вы согласны выполнять любую работу, лишь бы взяли. Во-вторых, ставя перед собой сразу несколько целей, вы расползаетесь по плоскости, и намерение из стержня превращается в амебу. В-третьих, когда вы берете на себя слишком много, то нагнетаете вокруг себя избыточный потенциал, и в итоге не получите вообще ничего. Можно выбирать, но за один раз вы должны выбрать только одно качество. Ведь выбирая одну игрушку, вы же не требуете, чтобы она сочетала в себе качества куклы, настольной игры и оружия. Определите, кем же на самом деле вы хотите быть, какая именно должность вам больше подходит. Не нужно стесняться, ведь это вы выбираете себе работу. Помните, что не надо бороться за место под солнцем, у вас есть право выбирать. Указывайте именно тот профиль, который избрали. Пусть вас не беспокоит, что такая работа может быть в дефиците. Если позволите себе иметь, вы получите именно то, что хотите. Как это реализуется,
вас не должно волновать. Предоставьте эту заботу внешнему намерению. При составлении резюме внутреннее намерение направлено на то, чтобы показать, какой вы блестящий специалист. Внешнее же намерение направлено на то, что хочет получить работодатель. Чувствуете разницу? Конечно, всем нужны блестящие специалисты. Однако, если вы новичок в поиске работы, то придете в полное недоумение, когда работодатель предпочтет такому блестящему специалисту, обладающего более скромными достоинствами. Соперник обойдет вас именно потому, что его параметры наиболее точно вписываются в представление работодателя об этой должности. Но ведь и вы вписываетесь, и даже более того. Вот в том-то и дело, что это более того создает ситуацию, когда лучший враг хорошего. Работодатель полностью увлечен своим внутренним намерением подобрать специалиста, соответствующего параметрам, которые он сам же установил. Вот он и бьется в стекло, не видя рядом такую широкую и открытую форточку, как вы. Разум не способен предугадать спрос. Он будет стремиться преподнести вас как шедевр в его представлении. Но рынок диктует совсем другие критерии. Можно и нужно стремиться показать себя с самой лучшей стороны, не преувеличивая, конечно. Но делая это, все свои мысли и мотивы направьте на проблемы работодателя. Постоянно спрашивайте себя, что он хочет от вас получить, в чем он нуждается. Поставьте себя на его место. Вы можете поступить очень просто. Просмотрите вакансии вашего профиля, выпишите все обязанности и требуемые качества кандидатов. Убедитесь, во многом они повторяются. Из этой общей массы отберите все, что касается вас, подстройте под свои обязанности и качества и получите то, что хочет видеть в вашем резюме работодатель. Вы можете буквально скопировать в свое резюме все, что работодатель требует от данного кандидата. Стараясь себя приукрасить, выражайтесь не вашими выдуманными фразами, а языком, на котором говорит сам работодатель. Представьте себе, что вы не соискатель, а работодатель, составляющий идеальное резюме своего работника. В таком случае оно будет отвечать не вашим, а его критериям. Но для этого необходимо просмотреть множество объявлений о вакансиях и влезть в шкуру тех, кто их дает. Можно и нужно указать все, что вы умеете сверх того, что требуется. Однако особо подчеркнуть и выделить следует именно то, что требуется. Ваше резюме должно звучать четким аккордом требований работодателя. Прежде чем разместить резюме, например, в интернете, поставьте себя на место работодателя и поищите резюме специалистов вашего профиля. Обещаю, вы сделаете для себя немало открытий и получите огромное преимущество. Дело в том, что большинство соискателей, руководствуясь лишь внутренним намерением, идут сразу напролом в разделы поиска вакансий и размещают там свое резюме. Так вот, попробуйте сначала поискать резюме специалистов по вашей должности. Представьте, что это вы выбираете себе кандидата. Тогда увидите все достоинства и недостатки своих конкурентов, узнаете, что чувствует работодатель, читая эти резюме, и поймете, что надо изменить у себя. После того, как резюме составлено, его можно рассылать в различные компании. Не надо только ломиться в дверь, пусть она сама откроется. То есть нужно себя предлагать, не настаивая. Сделайте так, чтобы они сами выбрали вас. Например, опубликуйте свое резюме в различных средствах массовой информации. Не давите на мир своими желаниями и устремлениями. Перенесите центр тяжести с поиска работы на объявление своего присутствия на рынке труда. Насколько это возможно, позвольте работе самой найти вас. Никогда не присылайте одно и то же резюме повторно. Нужно уважать себя и знать себе цену. Если вы эксклюзивный специалист, разошлите свое резюме в рекрутинговые агентства и спокойно ждите улова. Не рассчитывайте на мгновенный отклик. Может случиться, что ждать исполнения заказа придется долго. Это зависит от чистоты вашего намерения. Если желание у вас горит ярким пламенем, равновесные силы будут вам всячески мешать. Часто заказ исполняется тогда, когда надежда уже иссякла. Чем равнодушнее вы относитесь к своему заказу, тем скорее он будет исполнен. Отсутствие желания дает свободу, которая позволяет сосредоточиться на намерении действовать вместо того,
чтобы переживать по поводу возможной неудачи. Наконец, вас пригласили на собеседование. Теперь следует особенно тщательно следить за направлением своего намерения. Мысли о том, что даст вам работа на этом предприятии, будут узколобым внутренним намерением. Концентрация мыслей на том, что сами дадите этому предприятию, будет внешним намерением. Настало время выбросить из головы целевой слайд, отвернуться от себя и полностью сосредоточиться на нуждах работодателя. Теперь вас должно интересовать исключительно его внутреннее намерение. Узнайте как можно больше о компании из рекламных проспектов. Определите, чем особенно гордится компания, какие отличия она подчеркивает в сравнении со своими конкурентами. Уясните себе это хорошенько и обязательно коснитесь данных моментов на собеседовании. У каждой компании, как и у всякого маятника, есть своя резонансная частота. Эта частота характеризуется множеством параметров. Определите дух этой компании. Какая у них корпоративная этика, жестко регламентированная или свободная? Какая принята манера общения, официальная или дружеская? Что больше ценится в отношении к работе, энтузиазм и инициатива или дисциплина и исполнительность? Работа в коллективе или индивидуальность и творчество? И так далее. Все это накладывает ограничения на сотрудников, определяет стиль их поведения и делает собственно членами коллектива. Если удастся проникнуться духом компании, вас уже на собеседовании будут воспринимать как своего. Перед собеседованием выдайте себе индульгенцию на свои недостатки и отсутствие достоинств. Если вам известны свои недостатки, которые могут помешать получить работу, и если вы знаете, что не обладаете какими-то необходимыми знаниями и навыками, смиритесь с этим. Примите себя так, как есть. Примите в себе все, что хотели бы скрыть, и спокойно идите на собеседование. Идеальных кандидатов не существует, как не существует идеальных работодателей, поэтому можно смело отбросить внутреннюю и внешнюю важность. Вам не в чем оправдываться ни перед собой, ни перед кем другим. Конечно, все сказанное не означает, что не нужно вообще работать над своими недостатками. Но в момент собеседования совершенно необходимо позволить себе их иметь. Все знают, что на собеседовании нельзя волноваться. Многие пытаются бороться с волнением, силой внутреннего намерения. Но сколько бы вы ни твердили себе, что спокойны, сколько бы ни уговаривали себя не волноваться, все бесполезно. Не получится справиться с волнением, не устранив его причину. Борьба с волнением может привести к оцепенению, когда вы будете вести себя, как мумия египетского фараона. Единственный способ избавиться от волнения – заранее смириться с поражением. Желание быть принятым создает избыточный потенциал. Чем больше придаете значение успешному результату, чем важнее для вас получить эту работу, тем меньше остается шансов. Необходимо очистить намерение от желания. Вы идете на собеседование не за тем, чтобы вас приняли, а за тем, чтобы проходить собеседование. Не пройти, а именно проходить. Не стремитесь к цели, а сосредоточьтесь на процессе. Живите и наслаждайтесь процессом собеседования. Там никто никого не съест, вам терять нечего. Это тот случай, когда нужно расслабиться и получить удовольствие. Настройте себя на это. Ведь собеседование является прекрасной возможностью показать себя в наилучшем свете. Так позвольте себе такое блаженство. Можно отбросить все мысли о том, что можете сесть в лужу. Ведь вы уже смирились с поражением, значит терять уже нечего. На собеседовании все помыслы соискателя направлены на то, чтобы показать себя в наилучшем свете. Это внутреннее намерение. В каком свете вы можете показать себя лучшим? Внешнее намерение сфокусировано на искреннем интересе к проблемам работодателя. Только в свете его проблем вы можете быть лучшим. Ваша задача, отвечая на вопросы, постоянно подводить беседу в контекст проблем работодателя. В то же время необходимо четко отвечать на поставленные вопросы, не разглагольствуя и не уходя в сторону. Работодателя очень раздражает, когда соискатель не отвечает на вопрос конкретно, опускается в пространные объяснения. Но в то же время, как только предоставляется такая возможность, касайтесь вопросов о том, чем занимается компания-работодатель, чем гордится, какие у нее проблемы.
Надо строить беседу только на этой платформе. Ваши достоинства должны быть представлены в свете проблем компании. Говорите с работодателем о его проблемах и о том, как своими профессиональными качествами вы сможете помочь в их решении. Это и будет внешним намерением. Если вам удалось перевести беседу в русло проблем работодателя, считайте, что игра идет уже по вашему сценарию. В конце концов, если не удалось получить эту работу, значит она не ваша. Вы еще не знаете, от каких проблем так легко и счастливо отделались. Будьте спокойны, ждите свою работу, и вы ее получите. Однако если вас приняли на чужую работу, ждите проблем. Поэтому лучше уж поискать свою работу, а как это делать, и сами знаете, мысли о работе не должны вызывать ни малейшего душевного дискомфорта. Это тот случай, когда на работу идешь, как на праздник.